Сегодня мы поговорим о долихосигме с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Долихосигма. Многие пациенты, увидев непонятный термин в заключении, начинают изучать информацию в интернете. И довольно часто она не соответствует истине. Одним из таких примеров является долихосигма. Давайте разберемся, что это на самом деле и таит ли в себе какие-нибудь угрозы для здоровья. Кишечник человека имеет разные формы и размеры у разных людей, и долихосигма – одна из таких вариаций. Она представляет собой удлинение отрезка толстой кишки, а именно сигмовидной, который может выглядеть как петля или S-образный изгиб. Важно понимать, что долихосигма не является патологией или заболеванием. Это всего лишь анатомическая особенность, которая может встречаться у людей в норме, как и другие вариации структуры органов, например, перегиб желчного пузыря. Долихосигма не влияет на функционирование организма и, в частности, на процессы пищеварения. Среди распространенных мифов о долихосигме предположение, что это может вызывать запоры. Однако нет никаких научных доказательств того, что форма толстой кишки, включая долихосигму, имеет какое-либо отношение к работе пищеварительной системы. Очень часто долихосигма – случайная находка во время проведения колоноскопии у людей с нормальным стулом или даже диареей. Задумайтесь, если бы долихосигма была причиной запоров, мог ли у человека быть нормальный стул или жидкий? Конечно, нет. Более того, все приемы гастроэнтерологов были бы заполнены людьми с запорами, вызванными долихосигмой, а удаление этой части кишки решало бы многолетнюю проблему. Но, увы, все гораздо сложнее. Пищеварение – сложный процесс, в котором участвует множество факторов. Оно зависит от состояния желудка, тонуса кишечника, активности ферментов и других элементов. Форма кишки в этом контексте не играет существенной роли. Еще одним мифом, который следует развеять, является утверждение, что долихосигма может вызвать какие-либо заболевания или проблемы со здоровьем. Это тоже миф. Вы же не переживаете из-за того, что горбинка на носу вызовет опухоль носа. Точно так же и долихосигма не приводит к образованию опухолей, воспалений или иных состояний. Важно помнить, что человеческий организм заключает в себе невероятное разнообразие анатомических и физиологических особенностей. Долихосигма лишь одна из них, и она не имеет никакого отношения к нарушению процессов пищеварения или заболеваниям. Если у вас диагностирована долихосигма, не стоит беспокоиться, это абсолютно нормальное явление, которое не требует медицинского вмешательства или лечения. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!